Одобрили кейс про секс? Одобрили, да? Шикарно. У нас сразу выдохнули часть аудитории, потому что очень много людей про секс что-то планировало, но вот в итоге они успокоились. Одобряют практически всех. Податься, например, во Францию можно онлайн. Всех приветствую на канале Релокод, меня зовут Максим. Сегодня мы поговорим с экспертом по релокации, с Константином. Кость, привет. Привет, всем добрый день. Смотри, у нас сегодня такая тема. Мы очень много роликов снимаем про теорию, о возможностях переезда и рассказываем о разных трудностях переезда. Но вот я уверен, что нашим зрителям будет очень интересно послушать про реальные кейсы и что и как было с реальными людьми. Вот, давай поговорим об этом. И сразу же у меня первый вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, про последние кейсы и в какую страну подавались и какой результат вот у тебя лично. Тут, когда мы говорим про кейсы, нужно обязательно закладывать вот этот временной гэп, да, потому что мы на самом деле занимаемся релокацией уже 8 лет в Релокоде, и тут важно понимать, что вот когда мы говорим про последние кейсы, мы подаем проекты практически каждый день. Сейчас у нас, как и всегда, в принципе, большой достаточно поток. Действительно, он сейчас подрос в связи с событиями со всеми, да. Но понятное дело, что по тем кейсам, которые мы подаем сейчас, какой-то объективный ответ мы услышим через 2-3 месяца, да. Поэтому я скорее буду говорить по кейсам, которые пришли вот совсем недавно, именно уже подтверждения, ответы, одобрения и так далее. Мы сейчас видим, на самом деле, достаточно интересную картину, как на стороне вообще, в принципе, там, бизнес-миграции, на стороне стран, так и на стороне, ну, хотя на стороне проектов, наверное, особо ничего не меняется, да, то есть люди всегда делятся на две категории: те, кто ищет самый быстрый вариант, либо те, которые ищут самый лучший вариант, пытаются что-то выбрать, там, чтобы им подошло по налогам, по рынку и так далее, да. Вот, если говорить, это нормально абсолютно, да, у каждого человека здесь свои могут быть предпосылки, свои идеи. Что касается кейсов, последние 2 недели нас заваливают просто ответами испанцы. Вот от кого мы не ожидали, что Испания будет настолько быстро реагировать, да, на заявки, настолько четко, вот они прям очень четко в таймингах даже, да, вот эти 2 месяца они прям выдерживают нас прям и по проектам, которые подавались там условно зимой, в феврале этот срок выдерживался. Там в августе был, конечно, некоторый затуп, но это нормально, потому что в августе в Европе это мертвый месяц, от них ничего мы и не ждали, да. Одобряют практически всех, очень много одобрений, и тут я, честно, не знаю, там, влияет ли на это там, безупречный скилл нашей команды, которая уже там собрала... Я думаю, что один из факторов, я думаю, как фактор тоже. Ну, объективно, да, то есть мы знаем, что хотят чиновники увидеть, что они хотят получить, как бы, какие у них хотелки, да, какие они люди в целом, да, как они реагируют на проекты. Но я в целом думаю, то есть тут надо отдать должное, я в целом думаю, что в Испании сейчас достаточно хорошие шансы на прохождение, да. Это связано с 2 факторами. Там, судя по там, нашей динамике, по нашему телеграм-каналу и так далее, кажется, что сейчас все хлынули в Испанию. На самом деле это вообще не так. Да? Это не так по 2 причинам. В Испании есть 2 очень больших, ну, не сказать, что преимущества, отличия. Это первое, то, что заявка подается внутри, и чтобы податься, нужно въехать. То есть вот если вы думаете, что там выбираете между Испанией и чем-то еще, и думаете, что сейчас так много там, смотрите, например, нас, и думаете, что сейчас речь идет только про Испанию, то обязательно задумайтесь о том, что податься, например, во Францию можно онлайн. И просто представьте в голове, прикиньте количество людей, которые уже подались, подаются прямо сейчас и подадутся завтра, там, сидя условно, вот как в Турции, там, в Армении, где-то еще, и представьте количество людей, у которых действительно есть Шенген, которые действительно уже взяли билет, летят туда и так далее. Понятное дело, что это там капля в море, да, и действительно по общению, я много общаюсь сейчас там с руководителями каких-то акселераторов, с там, представителями Минэка и так далее, и действительно тенденция такая, что там французы, англичане, они безумно завалены сейчас проектами. Это ни в коем случае не значит, что туда невозможно пройти, да, это в первую очередь влияет на сроки. Да. Я хотел как раз-таки сказать, да, что, скорее всего, временные рамки будут просто растягиваться, да и все. Они уже стали сильно дольше, и пока что, конечно, предпосылок на то, что будет происходить их какое-то сужение, нету, да. Нужно помнить, что мы сейчас записываем, у нас сейчас октябрь,
да, нужно помнить, что через 2 месяца Рождество. Рождество это такой же мертвый месяц, как август, потому что никто в это время не работает. Поэтому, конечно, по-хорошему успевать сейчас подавать это все, но уже как бы с пониманием, что с огромной вероятностью одобрения придут только в следующем году, потому что 2 месяца, которые остаются, это действительно такой достаточно оптимистичный срок. Костя, а скажи, пожалуйста, вот может раздражать правительство то, что слишком много проектов, и поэтому там зависит, может быть, от конкретного человека, который рассматривает заявку, и типа, блин, на сегодня уже 10 таких проектов, давай один все-таки отменим, чтобы как-то поменьше было. Может быть такой человеческий фактор, или все-таки европейцы, они более прагматичны, и они прям, пока все не обработают, они не успокоятся? Я вопрос понял, абсолютно точно, тут интересный будет ответ, абсолютно точно они не сидят и такие, пока все не обработаем, не успокоимся, да? Так они не делают, но в то же самое время очень важно понимать, что они действительно прагматичные, то есть они к этому относятся, есть программа, да, у таких программ зачастую нету каких-то квот, то есть у них нету там какого-то четкого числа, что вот мы набираем 50, дальше все. Есть единый процесс, и вот здесь это очень важно, да, нужно понимать, это вот европейский менталитет. Если программа есть, значит она работает, и нужно рассматривать проекты вне зависимости от того, их там 10 тысяч, 50 тысяч или там миллион проектов, нужно рассматривать их в единой системе, да. Абсолютно точно, начну с плохого, закончу хорошим, да, абсолютно точно есть те программы, например, во Франции мы видели много программ, которые закрыли работу с россиянами, да, это там Creative Way, еще какие-то акселераторы и так далее. Но это абсолютно не повсеместная история, да. Вот в обратку скажу, буквально сегодня очень интересная история, у нас есть акселератор, который прошло очень много наших проектов, люди вот уже проходят на разных стадиях получения ВНЖ, многие уже во Франции, вот, люди уже многие во Франции, и самое интересное, это то, что сегодня мне на почту в том числе пришло, потому что я там в одном из проектов слежу, да, за ситуацией, пришло, что ребята внутри фасилитатора, французы, создали специально для русскоязычных команды, членов, да, их там много, их там больше 20 проектов, отдельный чат в Telegram, где через переводчик на русском им рассказывают что-то, отвечают. То есть это кажется, да, вот в наше время нас все пугают про русофобию, про какие-то все вот эти вещи. Но вот какая может быть русофобия, когда такие вещи делают, да, когда там люди специально создают, причем там было письмо, что с учетом вот текущей повестки, ситуации, мы знаем, что у вас много вопросов, много сложностей, поэтому мы специально создали русскоязычный чат, чтобы вам помогать на русском. Мне кажется, что это очень круто, это очень показательно. Абсолютно нетривиально, абсолютно не ожидаешь от них такого. Кто-то из руководителей акселератора, он мне дал совет не так давно, он говорит, там речь была про справки о наличии денежных средств. В Великобритании реально нужно много денег показывать. И он прям сказал, типа, ребят, если нет у вас, нарисуйте, типа, как бы мы пропустим, да. И вот абсолютно из рубрики плохих советов, да, никому не рекомендуем это делать, это не законно, это могут быть последствия, но, то есть это просто показывает, насколько они на нашей стороне, да, насколько они... Я говорю сейчас не про страну, я говорю сейчас именно про людей, да, которые пытаются что-то строить, что-то делать и что-то крутое создавать. Вот таких людей любят везде, такие люди нужны везде, и, собственно, вот как бы результат. Костя, скажи, пожалуйста, с какими проблемами может столкнуться человек, который хочет открыть свою компанию в Европе, да, в частности, и вот при подготовке проектов и при формировании своего бизнес-плана, так сказать, из личного опыта, какие могут быть самые частые проблемы возникают? Тут, на самом деле, нужно разделить, наверное, на там разные виды проблем, да, там есть проблемы фаундеров, например, люди, когда пишут свои бизнес-планы, очень часто есть, и мы все через это сталкиваемся очень часто, там, я, например, на себе это проходил, у меня тоже были свои проекты, то, что фаундер всегда смотрит на свой проект не так, как другие.
То есть мы всегда воспринимаем свое детище по-другому, и зачастую фаундер очень плохо умеет проект рассказывать и презентовать. Поэтому, конечно, если уж не консультанты, то нужны как минимум какие-то друзья, не знаю, там менторы, которые помогут, которые оценят, да, скажут, ну, слушай, ничего не понятно, давай все переделывать, как бы, вы, конечно, крутые, но ничего не понял. Вот это самая частая реакция, да, на бизнес-планы и на питчи. Вы, конечно, классные, но ничего не понятно, поэтому как бы нет. Вот. Но мы, наверное, ты сейчас, я насколько понял вопрос, ты больше про процесс спрашиваешь, да, то есть где могут быть... Да, типа вот самые частые проблемы, которые при вот личных кейсах возникают, и, так сказать... Ну, я дам два ответа. Один общий, один, наверное, более частный, какие-то примеры приведу. Общий ответ это в том, что на самом деле мы ни от кого никогда, и когда работаем с клиентами, мы всегда говорим одну очень простую вещь, пытаемся доносить. То, что просто не будет. Вот просто было 10 лет назад, да, уже просто не будет. То есть всегда будут какие-то проблемы, да, всегда будут какие-то кейсы, какие-то сложности, да, и к этому нужно быть готовым. Мы ни в коем случае не обещаем, там, когда работаем с клиентами, какой-то простой жизни, какого-то там легкого результата, быстрого и так далее. Говорим, что, ребята, сейчас все сложно, путь непростой, но мы знаем, как его обходить, мы много проблем уже проработали сами, мы знаем, как с ними справляться, и мы готовы вместе с вами для вас эти проблемы решать, да, в процессе. Это важно. Почему? Вот, например, пример приведу. Сейчас огромное количество людей сталкиваются с следующей проблемой. Люди, например, уехали в ближайшие страны, Казахстан, Турцию, Армению и так далее, и они, например, не могут сейчас податься на Шенген или не могут там податься на визу D, если им одобрят, да, что-то. И тут, опять же, простых решений нету. То есть где-то нужно делать промежуточный ВНЖ, где-то нужно там открывать какую-нибудь даже компанию для того, чтобы можно было податься. У нас был недавно очень интересный кейс, абсолютно не конвейерная история, то есть сразу же предупреждаю, но мы выбили для нашего клиента, у которого не было возможности и не было права подаваться, там, условно, из Турции, да, подаваться на программу, мы прям выпросили для него специальное разрешение, чтобы он мог податься из Турции на визу французскую. Да? То есть мы запросили у министерства, мы описали весь кейс, мы объяснили, почему он не может, да, в другой стране это сделать, и конкретно вот ему дали это добро. То же самое работает на всех других этапах, там, на операциях, на всяких таких процессах, то здесь нужно понимать, что будут абсолютно точно проблемы, будут абсолютно точно какие-то головоломки, да, которые придется решать, но ничего сложного нету, то есть все решить можно при должном подходе, было бы желание. Так сказать, есть всегда лазейки и есть опыт, который команда Релокод накопила за годы работы, да. Тут даже скорее не лазейки, тут вот история про то, что, конечно, там на каждую загвоздку, да, есть какое-то решение, да, на каждую головоломку можно найти это решение, если его искать. Как бы, если просто ударяться постоянно об стенку, что ну вот это не сделать, да, давайте теперь сядем как бы и остановимся, ну тогда ничего не получится, да, потому что, опять же, мысль основная, что проблем будет много, и к ним нужно быть готовым. Костя, расскажи, пожалуйста, такой вопрос про самый удивительный, на твой взгляд, кейс, который ты встречал, и, может быть, самый неожиданный результат, который получили при оформлении такого кейса. Вот тоже интересно знать. Ты знаешь, я, наверное, не расскажу просто по одной причине. У меня есть интересная очень история, но про самый удивительный кейс рассказать сложно, потому что их было очень много. Мы работаем с инноваторами, мы работаем с очень инновационными идеями. У нас просто, ну, вот все, что вот за эти 8 лет, все, что в голову может прийти, все у нас было, да, там там автоматы, которые еду выдают и поздравляют сотрудников офиса с днем рождения, там, смс-кой, да, и какие-то там технологии в сфере секса, да, все, что угодно у нас было, вот просто, да, уже даже сложно представить, с чем бы ни работать, с метавселенными. А вот про секс там одобрили? Одобрили кейс про секс? Одобрили, да? Шикарно. У нас сразу выдохнули часть аудитории, потому что очень много людей про секс что-то планировало, но вот в итоге они успокоились. Слушай, оказалось, французы вообще без ума были от этого проекта. Им очень это понравилось. Они все там
очень быстро прошел проект, очень хорошо. Интересный кейс могу рассказать. Последний вот про то, что нужно пытаться. У нас по одному из проектов пришел отказ от французов, да, очень неожиданный, очень необоснованный, да, исходя из того проекта, который был, и что в итоге написали в отказе. Мы подготовили операцию очень быстро. Тут очень важно действовать быстро. Мы буквально спустя 3 часа после отказа мы подготовили операцию на несколько, 3-4 страницы, отправили ее, и статус с отказа изменился на одобрение, примерно за секунд 15. То есть ощущение такое, что абсолютно точно это то время, за которое невозможно было прочитать операцию. Ага. То есть 4 страницы текста за 15 секунд никак не прочитать, да? Тем не менее, статус на платформе поменялся. Это говорит как раз о том, что путь очень интересен, очень неизведан до конца, да, и не будет никогда изведан, потому что везде, где есть люди, везде есть какой-то шанс на не то чтобы ошибку, может быть, на что-то неожиданное. Да? Тут уже можно строить миллионы гипотез. У меня была гипотеза, у моей команды была гипотеза, что там в апелляции где-то в начале звучало слово «патент», и какая-то ссылка была, и вот они там сослались на отсутствие инноваций, открыли письмо, увидели слово «патент» и срочно поменяли статус, да. Но насколько это правда, я не знаю. То есть, и никто из нас никогда не узнает, здесь нужно только пробовать и пытаться. А может быть такое, что такое решение было принято в связи с какой-то ошибкой, например, систематической, или там что-то Обычно это люди же рассматривают, да? Конечно, абсолютно точно может быть. И с ошибками мы сталкивались огромное количество раз. То есть испанцы теряли заявки, португальцы, при том, что у них отличная платформа, единая для всего, теряли каким-то образом на платформе заявки. Да? Там испанцы нам прислали когда-то одобрение ВНЖ, забыли прислать нам одобрение бизнеса, да? Хотя последовательность другая. Сначала одобрение бизнеса, потом одобрение ВНЖ. Вот, все что угодно было. Были кейсы, когда мы какие-то французские акселераторы достаточно из глубинки условно, да, когда наши менеджеры рассказывали им, что нужно делать, вообще, как работает их же программа, что нужно куда писать и как делать, да, потому что люди были, у них небольшой поток, они были не в курсе, как это работает, да, то есть, все что угодно было, поэтому, отвечая на твой вопрос, везде, где есть люди, везде есть право на ошибку, нужно быть к этому просто готовым. И, соответственно, всегда есть методы, чтобы люди не паниковали, если все-таки какой-то отказ, не нужно сразу расстраиваться, есть варианты исправить, и, соответственно, команда Релокод с этим поможет. Конечно. Мы всегда, если что, предлагаем запасные варианты. Вот в этом плане Михаил очень правильные вещи говорит. Он говорит, что в такое время нестабильное всегда нужно иметь вариант А, Б, С, еще по-хорошему Д. Я так понимаю, от отказа до одобрения это как от любви до ненависти, один шаг, и поэтому, да, стоит ли бояться вообще сейчас подаваться на стартап-визу, какие проекты обречены на отказ и какие имеют больше всего шансов, вот тоже из твоего личного опыта, интересного было. Бояться точно не стоит, да, тот, кто трус не пьет шампанское или трус не играет в хоккей, как там это было, да? Вот, какие проекты точно не пройдут офлайн проекты, да, это вот проекты, которые не используют технологии. То есть, если вы, например, производите, одежду, производите сумки, еще что-нибудь, да, очень высокий риск, даже не бы сказал не очень высокий, а огромный риск отказа, потому что здесь нет инновационного, если только вы не обоснуете, каким образом конкретно ваш проект принесет неимоверную пользу для экономики страны, создания рабочих мест и так далее. Но это не история про стартап-визы, да, то есть история про стартап-визы, она про инновационный проект. Вот. Тут важно очень сильно понимать, и мы очень часто объясняем нашим клиентам на звонках, что под инновациями понимается именно в прямом смысле инновации, да. Люди иногда приходят, у меня вот инновационная модель продажи, да, я продаю то, что продают в магазинах, я продаю по онлайну, да, это не подходит. Вот такие вещи не работают, да. Инновации на уровне бизнес-модели, на уровне маркетинга, это все, конечно, хорошо, но чиновники это не воспринимают.
надо понимать всегда, да, вот, кстати, важный момент, что конечное слово будет за чиновниками, сотрудниками Минэкономразвития и так далее. Это такие же люди. Нужно понимать, что это не специально обученные эксперты. Это ни в коем случае не бизнесмены, да, вообще ни разу. Да, я практически уверен, что этих людей нету бизнеса и никогда не было. Поэтому нужно не только себя понимать, как продать, нужно еще и понимать, как человек, принимающий, как ЛПР, да, человек, принимающий решение, будет смотреть на тебя и на твой проект. Костя, скажи, пожалуйста, вот для людей, которые, может быть, не до конца понимают, вот в чем заключается инновационность того или иного проекта и вообще слово инновационный, чтобы просто все на 100% поняли, что именно это означает и что хотят от людей? Ты знаешь, я был бы очень рад дать ответ на этот вопрос, но, к сожалению, его просто нет, потому что слово инновационность, оно слишком загружено, да, это как слово искусственный интеллект. Под искусственным интеллектом сегодня понимается все, что угодно, и зачастую все кроме искусственного интеллекта, да, они слишком заезжены, да. Тем не менее, что такое инновационный продукт? Инновационный продукт – это продукт, который, там, например, да, имеет огромный потенциал масштабирования. Да, что такое потенциал масштабирования? Это когда тебе, там, чтобы вырасти в 2 раза, не нужно делать в 2 раза больше расходов. То есть вот любая, условно, социальная сеть, приложение, да, ты его потратил силы разработчиков, разработал, выпустил, оно стало виральным, успешным, все, у тебя там уже миллионов людей, да, пользуются. Продукты, которые в своей какой-то операционке, да, в своей внутрянке имеют какой-то неокр, какую-то разработку, да, либо какие-то научные подходы, труды. Да. Зачастую, конечно, проще всего работать с IT-продуктом. Ну, то есть мобильные приложения, платформы, CRM-системы, там, какие-нибудь системы аналитики, там, блокчейн, какие-нибудь проекты и так далее, но не нужно забывать про проекты там хардверные, да, условные. Вот, например, как я приводил про там вендинговые автоматы, да, умные, да, или там какие-нибудь автоматизированные киоски, там, автоматизированные рестораны, вот все что угодно. Робототехника, кстати, очень хорошая сфера. И космическая сфера. У нас вот один из членов команды, он тоже по стартап-визе, сам в свое время переезжал, он строитель ракет, строила всю свою жизнь малые летательные аппараты, ракеты, которые реально летали. И вот его, когда он подавался со своим проектом стартап-виз, его Европа просто с руками забрала. Вот, там потом свои какие-то вопросы были, там ковид, все остальное, но тем не менее кейс. Кость, смотри, еще такой вопрос у меня к тебе. Какие проекты стали бесперспективными после, так сказать, специальной военной операции? Если вообще прослеживается какая-то грань, то есть какая-то часть идей вообще перестала быть актуальной, и в Европе это уже не приветствуется. Есть ли такое? Знаешь, в Европе абсолютно пофигу на самом деле. Ну, то есть как, не пофигу, да, так нельзя говорить, но в Европе-то особо ничего не поменялось, да, после этих событий. Что там действительно, наверное, я бы сказал, что стали чуть-чуть более настороженно относиться к российским проектам, там, например, из сферы там, кибербезопасности, да? Ну, потому что, тем не менее, какой-то след там прослеживается, да? Ну да. Ну, понятное дело, что там какие там военные проекты, но это, ну, как на них и до этого был табу, как бы. Вот особенно в Европе это вообще никому не интересно. Там в Америке есть огромный рынок милитари, да, просто громадный рынок, да, где есть сотни частных компаний, которые работают по контракту, там, производят танки, что угодно. В Европе все-таки не принято и точно не нужно как бы вот, мигрировать с этими проектами. Вот. Слушай, Костя, еще скажи, пожалуйста, как ты думаешь, могут ли быть стартапы и какие-то идеи, связанные с милитаризмом, какими-то технологиями, которые используются в военной промышленности? Вообще, как к русским будут относиться с такими заявлениями? Было ли у вас... Не стоит. Нас не было. Не было? Но не стоит, да? Честно, не стоит. Во-первых, не было. Во-вторых, не стоит. В-третьих, я очень сомневаюсь, что в России такие проекты есть. Именно частные. Частные, да-да-да. Частный сектор вряд ли. Частного сектора в России просто нету. Вот на этом рынке, да, поэтому и проектов тоже нету. Возможно, какие-то есть. Может, я про них не знаю, но и как бы хорошо, и, честно говоря, знать особо не хочу. Хорошо.
Тогда, Кость, напоследочек у меня тут такой вопрос, он более общий, абстрактный. Ну вот советы от Константина, у которого очень большой опыт работы с большим количеством кейсов, для людей, которые еще сомневаются и, может быть, подумывают про релоцирование. Вот, и как искоренить все эти сомнения и вот каких возможностей все-таки ждут вот от тебя личный совет людям? Ну, нужно пробовать. Бояться просто нечего. Бояться не нужно, потому что, ну, как бы и так страшно, да, жить в 21 веке на Земле. Поэтому нужно пытаться создавать как бы возможности для себя, для своей семьи, для своего бизнеса, для своих идей. И если вы видите эти возможности, там, допустим, потенциальной релокации, то нужно их пытаться реализовывать. Да? Нужно закладывать сроки. Нужно понимать, что там, некоторые, например, возможности, там, типа Канада, например, да, они реализуются долго, там, 1,5 года можно ждать. Да? Но с другой стороны, как бы, вот просто вспомните себя 1,5 года назад и подумайте, как быстро это время прошло. Да? Поэтому пока вы его откладываете, вы можете до него так и просто не добраться, да, до этого момента, когда вы примете это решение. Поэтому абсолютно точно нужно принимать решение на свежую голову, да, это не должно быть там супер спонтанное решение, но, наверное, все-таки, несмотря на все, нужно относиться к этому просто проще, потому что 21 век, да, мы не зря развивались технологии, самолеты, поезда и все остальное, и как бы если опустить всю эту тему там с границами и так далее, человек сейчас настолько мобильное существо, открыл ноутбук, что ты сидишь там, не знаю, в Майами на пляже работаешь, что ты сидишь в какой-нибудь Португалии, Финляндии или где угодно, да, один и тот же толк, да, поэтому рынки разные, там, конечно, у всех потребности, но вот ничего там страшного нет. Мне, кстати, очень понравилась твоя мысль по поводу того, что ты сказал, стоит стараться для семьи, для своего поколения, мне кажется, это максимальная мотивация для людей, потому что, ну, всем бы хотелось, чтобы их дети, например, имели возможность получать лучшее образование, лучшие условия комфортной жизни, чтобы в дальнейшем, как бы у семьи были лучшие вообще все вот эти аспекты комфортной жизни современного человека, поэтому стоит, я думаю, пробовать, если идея классная, а если идея недостаточно классная, то я думаю, наша команда Релокод обязательно поможет ее подкорректировать и сделать ее классной и актуальной для того, чтобы получить одобрение. В этом плане тут очень важно, да, главное, чтобы желание было как бы с двух сторон, как говорится, поэтому вот, собственно, и все. Да, спасибо тебе большое за интервью. У нас тут минуточка осталась, 20. Я смотрю, тикает у меня таймер, я так на него поглядываю, думаю, сейчас надо сводить, так сказать, интервью к завершению. Было очень интересно. Я думаю, у меня еще накопится очень много вопросов, и мы с тобой их обязательно обсудим. И, возможно, мое желание, я бы растянул это на несколько часов интервью и с удовольствием с тобой еще поболтал. Вот, но зрителям, мы ценим время зрителей, поэтому вот для следующего ролика я подготовлю еще часть вопросов и обсудим с Костей. Спасибо большое тебе и до новых встреч нашим зрителям, подписывайтесь и продолжайте смотреть нас.